Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 15 августа 2018 года. И сегодняшнюю передачу мы начнем с вопроса, который освещает то событие, которое вы, Валерий Викторович, выбрали сами. Что это за событие и почему вы обратили на него внимание? Но, как всегда, я выбираю знаковое событие, на которое наши аналитики, да и вообще кто-либо в публичной сфере, занимающийся освещением этого события, не заметил глубинной сути. То есть событие как бы известное, о нем не замолчали, его осветили, но понимание этого события, особенно понимание управленческой значимости этого события, отсутствует напрочь. Поэтому приходится показывать такие вот элементарные вещи. В данном случае я бы хотел обратить внимание на событие, о котором можно было говорить уже с прошлого года всем аналитикам сходу. Вот. И когда это событие произошло в этом году, а это событие ежегодное получается, вот, аналитики и корреспонденты так и должны были освещать, дать новую подачу этому событию. Но этого не произошло. То есть вообще люди не видят, что происходит. Событие, о котором я говорю, называется «Армейские игры». А в этом армейские международные игры. В этом году были четвертыми. Почему я говорю о прошлом годе? Потому что, выступая в прошлом году на завершении армейских игр, министр обороны России Шойгу прямым текстом сообщил о том, чем являются армейские игры. Я чуть-чуть его процитирую. Вот, вообще я как бы зачитаю вот эти вот все вещи. Вот, значит, в 2017 году он говорит: «Я бы хотел поздравить всех победителей, всех без исключения, потому что победителями в этих играх являемся все мы, участники. Безусловно, есть кто-то сильнее, кто-то слабее, но победили мы все, потому что мы смотрим друг на друга не через прицелы, а глаза в глаза. Победили, потому что мы все после соревнования садимся за один стол, вспоминаем и разбираем ошибки, говорим друг другу хорошие слова. Победили, потому что мы делимся друг с другом всем тем, чего за этот год достигла каждая из наших команд». Это было сказано в 2017 году. Вообще рекомендую посмотреть Шойгу выступление полностью в интернете, и открытие, и закрытие армейских игр и в 2017, и в 2018 году. Потому что сейчас я не буду цитировать все. Я там только в передаче агентства ТАСС на закрытии игр 2018 года. Шойгу. Он отметил, что десятки миллионов зрителей по всему миру смотрят на эту замечательную игру, на этих замечательных парней, которые показывают свое мастерство. Смотрят, это цитата, «смотрят и понимают, с этими ребятами лучше не связываться. Смотрят и понимают, что техника, на которой они воюют, совершенна, и они владеют этой техникой в совершенстве», подчеркнул глава Минобороны. Вот. Дальше. Шойгу поблагодарил всех участников состязаний, судей, которые честно и справедливо в 7 странах мира судили эти уникальные соревнования. Вот. И дальше, цитата. «Хотел бы сказать слова благодарности своим коллегам-министрам, которые нашли возможность приехать как на открытие этих игр, так и на церемонию закрытия. И здесь нет ничего фальшивого и поддельного, здесь действительно искреннее желание сотрудничать, искренне дружить». Вот Сергей Кожугетович уже в прошлом году сказал все прямым текстом. И я зачитываю сообщение ТАСС о
есть ли понимание авторов заметки о закрытии, о том, что реально произошло? Абсолютно отсутствует. Да и вообще, о чем же я ж таком говорю? А я говорю вот о чем. Если в 2017 году соревнования проходили на полигонах России, Китая, Беларуси, Казахстана и Азербайджана, в них приняли участие 28 стран, 9 из них впервые, то в этом году в 28 конкурсах, которые прошли на территориях 7 государств, приняли участие 189 команд из 32 стран. 11 соревнований прошли на территориях других стран. Особенно хочу отметить соревнования боевых пловцов в Иране. Итак, о чем же все-таки говорит Сергей Кожугетович Шойгу? Я много говорить по этому поводу не буду, а обращу внимание на следующий момент. Первое, значит, вроде как танковый биатлон на Западе проходил. И вроде как там принимало участие 8 стран. И как-то там все так мирно, культурно, по-европейски. А у нас, ну как там, там кофе попили, повоевали, снова сели. А у нас, повторю, 28 конкурсов. То есть фактически охватывает все структурное строение вооруженных сил стран мира. Любых стран мира. 28 конкурсов. Руководят этим присланные команды из разных стран мира. И после каждых соревнований, вот смотрите, он о чем говорит? Хотел бы поздравить всех победителей, всех без исключения, потому что победителями в этих играх являемся все мы, участники. А дальше, все мы вместе, после дня соревнований, садимся за один стол, вспоминаем и разбираем ошибки, говорим друг другу хорошие слова. То есть, что-то такое. Открываем официальный сайт Министерства обороны, заходим в справочник энциклопедии и читаем, зачитываю тоже полностью. Командно-штабное учение. Форма совместного обучения командования командиров штабов и служб по управлению войсками. В ходе командно-штабных учений осуществляется слаживание штабов, отделов, служб и тому подобное, как органов управления, ведется исследование новых вопросов военного искусства, выработка более совершенных методов управления войсками. Командно-штабные учения подразделяются по целевому назначению на обычные, инспекторские, специальные, показные. Какие? Показные. А что у нас? Армейские игры. Опытные, исследовательские, и сюда тоже подходит. По масштабам на стратегические, оперативно-стратегические, оперативные, оперативно-тактические и тактические. Ну и дальше можно по тексту, чтобы все это не зачитывать. То есть, по сути, что мы наблюдаем? По сути, мы наблюдаем полномасштабное проведение командно-штабных учений определенного военно-политического блока. И аналитики этого не видят. Не могут наши информационные СМИ сделать соответствующую подложку. У нас говорят о каком-то там, что Соединенные Штаты чуть ли против Ирана не собираются воевать. А что в Иране произошло? В Иране произошло учение боевых пловцов. Причем работали с неизвестным снаряжением боевые пловцы.
А как без военно-морского флота, как без авианосной ударной группировки Соединенных Штатов наносить удар по Ирану? А там боевых пловцов обучают. Ребят, вы понимаете, против кого вы собираетесь выступать? Какие военные действия куда-то затевать? И для сравнения, танковый биатлон, слабая попытка проведения подобных учений в Европе. Вот сравните танковый биатлон в России и танковый биатлон в Европе, получите результат. И на 6-м приоритете вопрос закрывается. Идет боевое слаживание. И это боевое слаживание против Америки. Вот специалисты высшего командного звена, которые вот участвуют, они, как там еще? После соревнований мы вместе после дня соревнований садимся за один стол, вспоминаем, разбираем ошибки. Идут полномасштабные командно-штабные учения. По всем вопросам. Идет сопряжение различных армий мира друг с другом. Делаются выводы, что могут, как могут, в каких объемах, какие задачи можно поручить, какие нельзя поручить, что... И вам тут, пожалуйста, и повара, и медицина, и связисты, и все, вот это вот все в комплексе. Даже гаишники, как логистику передвижения войск отрабатывают на ваших глазах. Чтобы понимали военнослужащие разных стран мира, которым придется друг с другом взаимодействовать. Вот, скажем, китайские мотострелки, да, сталкиваются с тем, что движение их колонны регулирует, скажем, российская военная автоинспекция. Они должны с этим знать. Вот здесь это все проводится, здесь производится соответствие, здесь боевое слаживание проходит. И всего этого ни аналитики, ни уж тем более все эти, даже военные журналисты, просто-напросто не видят. А вообще, еще раз говорю, рекомендую послушать Сергея Кожегетовича Шойгу, его открытие и закрытие армейских игр, особенно в 2018 году. Так что вот такое событие. Именно против Америки или против блока НАТО? Вообще против блока НАТО. Но при этом надо отметить, что блок НАТО рассыпается. Греция, страна НАТО, приняла участие вот в этом боевом слаживании. А вторая страна НАТО, Турция, мы видим, как она выпадает, просто вот выщелкивается из НАТО. Ну, как всегда известно, украинские сведомые, они всегда ставят на лузеров. Мазепа, Бандера, Шухевич и прочее, да? Они на кого поставили? На проигравших, заведомо проигравших. Ну и куда Украина прямо рвется? Она рвется в Европу и в НАТО. Но это показатель того, что будет с НАТО.